Друзья, всем привет! Я вас приветствую на канале Motorstrack. В предыдущих выпусках мы сняли двигатель с этого автомобиля, сняли двигатель с рамы Евро 5, сняли двигатель с этого автомобиля Евро 6, разобрали двигатель, увидели, что двигатель ремонту, так сказать, не подлежит, требует очень много затрат и денег. Соответственно, владелец принял решение менять на Евро 5. Для этого купил раму целиком в сборе, мотор, коробка и раму притащил все. Вот. И теперь наша задача перекинуть с той рамы на эту раму двигатель, коробку и так далее. В предыдущем выпуске мы произвели ремонт данного двигателя, потому как небольшие нюансы в нем оказались. Это задиры по гильзам, и, соответственно, клиент принял решение просто поменять эти гильзы на новые, чтобы уже не лезть, пока снят, чтобы потом не лезть в него. Итак, двигатель теперь у нас готов полностью, собранный. Затащили нам машину и раму. Теперь мы будем перебрасывать с одной рамы на вторую. Все, что нам необходимо, это радиатор, радиаторную группу целиком в сборе. Также там подушки не такие, возможно, глушитель, AdBlue и все, что друг за другом подтянется, будем все перекидывать. Делаем пока первый раз, но думаю, у нас все получится. Итог смотрите в конце этого видеоролика. Так, друзья, кабину мы прокинули. Приступаем мы к снятию радиаторной группы. Здесь у нас стоят два радиатора системы охлаждения. Нам необходимо поставить радиатор и интеркулер с этого автомобиля сюда. Сейчас достанем и будем смотреть, в чем могут быть загвоздки. Либо все станет хорошо. Будем сейчас проверять. Я с ней редко снимаю. Это вот сейчас то, что здесь такой большой проектор.
так вот сняли глушитель. Теперь снимаем крепление глушителя, убираем его отсюда. Теперь нужные болты прикручиваем на места и прикручиваем подушку двигателя на место. Пока мы не заведем эту машину, ничего я... Вот этот вот у нас провод идет на AdBlue. Вот он, вот этот проводок идет, от него идет вот сюда вот на выхлопную. Дальше он идет сюда, идет еще один туда на выхлопную. Все. И вот этот укладывается и идет в кабину. Идет вот так по кругу. Вот здесь по всей вот этой проводочке. И вот сюда заходит на вот эту штуковину. Все. Сейчас второй конец посмотрим, что мы там можем сделать. И будем отсоединять выхлопной бачок с этой машины. А там AdBlue бачок. Ну и бак этот снимем тоже. Что ж, друзья, на сегодня день мы подошел к концу рабочий. Выполнили сегодня не так много, как планировали. Но все же одну сторону почти сделали. То есть мы поменяли радиатор, установили, сняли. Поставили другой. Переднюю подушечку. Заднюю подушку поменяли. Установили блок управления AdBlue. Трубочки все установили, которые нужны, удалив отсюда Евро 6. Также проводку ненужную убрали, нужную поставили. Осталось нам это все теперь зафиксировать, захомутать. Красивенько все уложить. И буду думать, у меня загвоздочка с AdBlue. Было бы гораздо, может, и быстрее. Убрали, короче, мы глушитель. Вот. Будем устанавливать его с этой стороны. Уберем AdBlue здесь. И сможем ли мы подключиться к этому AdBlue, к бачку. Или же придется нам менять этот бак. Менять на тот. И подключать AdBlue там. Все это мы будем завтра уже дальше продолжать. Бак я уже открутил. Откручу там. Попробую его сюда нас подставить. Посмотреть, что будет. И далее займусь уже этой стороной. То есть сниму бачок AdBlue. И будем пробовать сюда внедрять глушитель. Может, даже с этого и начну завтра. Также поменяем лапу. Одну и вторую. То есть перейдем на вторую сторону. И затем уже закончу с этим. Все, на сегодня мы закончили. Переходим в завтрашний день. Никуда?
получается, что подушку заднюю, подушку двигателя мы переносим отсюда сюда. Ну и, соответственно, ставим другую. Стояла у нас здесь, будет стоять здесь. Установили последнюю подножку двигателя, четвертую, на свое место. Все, у нас все глобальные перестановочки сделаны. Установили выхлоп. Аккумулятор мы оставляем также. Бак оставили. Вот этот бак мы поменяем. Поставим с AdBlue. Пока будем решать именно тот с того автомобиля, либо другой. Там узкий, можно пошире с AdBlue. Чтобы его подключить к AdBlue и, соответственно, аккумулятор. Это мы решим позже. Здесь это будет не мешать, особо труда не составит, чтобы его поменять. После того, как все установим. Сейчас мы установим проводку, захомутаем всю, добавим сюда проводку, которая идет на AdBlue, и будем устанавливать двигатель. Сейчас все захомутим. Вот это я снял, подкрылок снял, так как мешается. Вот это упирается. То есть будем снимать здесь все железочки, ставить подкрылок и думать, как это все облагородить. Это уже позже. Вот парами проводку всю обвязали трубками. Вот так вот теперь это все здесь у нас выглядит. Можем устанавливать двигатель. Решил я сейчас устанавливать сначала двигатель. Мы проверим радиатор, надо ли его выше поднимать или ниже опускать. Там на подушках он еще не прикручен, просто наживлен. Потом буду разбираться с баком. То есть у нас все здесь именно прикручено. Все. Проводка везде, все здесь идет, здесь все штатно, как получается, как и должно быть. Здесь выход у нас там на баке будет соединяться. Будем ли мы брать бак с того автомобиля, либо будем другой подбирать. С AdBlue есть такие же пошире, такие же широкие, но длинные, чтобы на всю длину было отсюда и до конца, и с этим AdBlue. Может, будем подбирать, посмотрим. Также будет вопрос у нас еще по пневматике. Пневматика, у нас здесь выход один, вот этот идет, а нам необходимо их два. На ПВУ и на коробку. Вот здесь, ну, сейчас я все установлю, и будет уже все видно. Здесь место будет позволять нам, двигатель, установленный двигатель не будет мешать нам ставить, соответственно, разбираться с баком и с этой пневматикой. Здесь проблем никаких не составит. Также у нас имеется один, вот здесь вот я его кинул, вот здесь вот такой вот один выход. Это проводка AdBlue, которая должна заходить туда. Там пока этого разъема места нету. Это надо будет с кабины смотреть, да, это можно будет подключить. Все остальное у нас тут готово. Также можно было, конечно, поменять трубку эту. Она здесь высоко, там ниже, но я ее поставлю так. То есть уже делали, поставим так. Все там подходит хорошо.
Все. И вот этот вот еще у нас воздушный, который идет сюда. Мы его подсоединим туда. Он просто воздух. И с той стороны при необходимости удлиним и сделаем на нужный нам кран. Включение горного моторного тормоза. Все. Приступаем к установке двигателя. Двигатель у нас стоит, ожидает вот устанавливаемого. Все так? Вот, дома. На месте. И по радиатору все сошлось. Итак, друзья, вот мы закончили еще один день рабочий. Второй день у нас миновал. Кстати, недавно было видео с этим маном. Он приехал к нам на ТО. 1000 перетяжки ГБЦ. Итак, мы подсоединили двигатель к радиатору. Все у нас встало, все хорошо. Радиатор затянули, закрепили все. Радиатор с двигателем соединили. Система охлаждения везде все полностью подключено. Надув. Кондиционер. Все как положено, все встало. Здесь трубочки от блю все подключены. Все подошло. Проводка также везде все подключено. Единственное, что нам пришлось снять корпус воздушного фильтра. Будем ставить старого образца Salomon. Также с этой стороны косу проводки все подключили. Единственное, трубочку дура новую поставим шланг. Будем думать, как соединить вот здесь вот это с этим. Вот, на сегодня мы закончили. Завтра будем устанавливать кардан, корпус воздушного фильтра и уже решать с баком и отблю. Все, переходим в завтрашний день. Так, друзья, защитки мы также установили. По двигателю мы все закончили. Радиатор стал идеально, все хорошо. Двигатель стоит. Все везде подключено, ни одной фишечки, трубочки не висит. По двигателю все идеально. Но есть нюансы пока что. У нас воздух на коробку 1/2. Поменяем ресивер, который с той машины с 2 трубочками. Его установим. И будет все работать. Также мы еще пока не разобрались с баком, с топливным баком и баком от блю установить и занять вот это пространство. Надо будет длинный установить бак, большой, толстый, там он узкий. Вот. Также у нас проблема с карданом. Кардан поставили родной с этой машиной, а он у нас коротковат. Тот еще короче с той машины. Вот, поэтому либо кардан уменьшить, либо удлинять этот.
будем думать, смотреть, пока просто наживем. Вот. В остальном все идеально подключено, все подошло, все замечательно. Корпус фильтра у нас старого образца Евро 5 стоит, AdBlue Евро 5, аккумуляторы Евро 6, бак Евро 5, глушители, точнее. Все, прокидываем кабину. Сейчас смотрим, что там спереди по проводке можем сделать. Будем смотреть. Залью масло и буду решать вопрос с баком. Так, кабину опустили. Вот так все здесь выглядит. Радиатор стоит. Все на своих местах, все нормально. Проводка вся подошла. Все четенько встало. Все здесь установил. Единственное, выход у нас вот этот никуда не подходит. И вот это, которое AdBlue. Это будем подсоединять уже оттуда. Буду заниматься электрикой этим. Все на этом, в принципе, пока так. По мелочи будем сейчас еще заниматься. Попробуй. Стой. Да, работает хорошо. Да, они вам все такие. Балансировано хорошо, прям сделано. Вот, этот человек у нас Шьет. шьет. Подшил нормально, все завелась. Сейчас до конца там все доделают. И будем все собирать. Ну, запуск произвели, это уже полдела сделано. Теперь все на ошибки, на все остальное мы поустраняем, если они там будут. И поставили назад глушитель, чтобы это просторное место, пространство не... И бак оставили тот родной. Очевидно, не подключали, но я полностью прогрузил. Так все работает. Ну вот, друзья, собственно, все мы закончили. Собрали его. Защитки на место поставили. Все везде установили. Блок закрепили. Запуск произвели. Все протестировали. Как я искал, остался небольшой нюанс. Также у нас удлинили кардан буквально на 3-4 сантиметра. Привезли, все поставил. По ошибкам у нас немножко есть еще ошибки, как я и сказал, с коробкой. Подружить есть небольшой нюанс. Этим сейчас электрики будут дальше заниматься. В целом автомобиль работает, скорости переключает, едет, но ругается немножко, не видит передачи. Осталось решить только эту проблему, и все будем отдавать владельцу. У нас работа вышла порядка 500 тысяч рублей, 500 000, то есть только за работу. Вот также потребовалась работа, ремонт запчасти, соответственно, этого двигателя. Если же двигатель хороший, то примерно эта сумма и будет выходить. Ну, плюс, соответственно, это двигатель, радиаторная группа, выхлопной бачок с трубой, воздушный корпус воздушного двигателя,
Соответственно, коробка, чтобы была именно ЗФовская, и с карданом. Вот. Бак оставили этот. И также бачок установили. Также можно не ставить клапана, не переставлять от Blue и так далее. Потому как здесь отключили от Blue, то есть его не будет. Все, на этом мы заканчиваем. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Вот так вот у нас в кабине теперь все русифицировано, все по-русски показывает, написано. Ошибка подъема кабины, ну, в принципе, несущественная. Чек это от Blue, тоже там все еще будем делать. И тахограф. Вот. В целом все неплохо, сейчас поедем тестировать.